Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, и сегодня будет тема немножко про проектирование, про то, как скетчинг приходит в концептуальное проектирование на примере моих проектов и на примере моего скетчбука. Вы увидите, каким образом вот эта вот история идеи переходит в историю формы, каким образом все это интерпретируется, преломляется в видении архитектора, ландшафтного архитектора. В общем, вот, смотрите, мне кажется, будет интересно. Всем привет, это снова история из моего большого скетчбука. Я буду проговаривать всякие моменты, которые связаны с ландшафтным дизайном, ландшафтным проектированием, архитектурой, скетчингом, ландшафтным скетчингом, всей моей истории, которые, в общем-то, касаются моей жизни. И это новая серия из моих обзоров, потому что у меня нарисовано в моем рабочем скетчбуке. И сегодня будем говорить про вот эти два момента. Небольшая предыстория, она уже есть в моих видосах. Я проговаривал про то, каким образом проектируются вот такие вот штуки, малые архитектурные формы, вот такая вот вся история. И сегодня будет продолжение. Я обещал его записать раньше, но я прямо замотался. Вся эта история, она упирается в историю сказок Пушкина, на основе которых и построен данный такой, прям большой концепт. Это вот малые архитектурные формы. И одна из основных малых архитектурных форм, которые будут в этом концепте, там такой большой существенный склон. И площадки, которые расположены на нем, они расположены по склону. И на самом верху стоит вот эта вот штука. Что собой представляет эта штука? Это такой павильон. Он павильон VR, ты туда заходишь, и тебя окружает такое пространство, на которое проецируется история, элементы сказок Пушкина и всякая другая информация. Вот, в общем, это то, что можно развивать. Я его проговаривать особо не буду, расскажу про общую форму. Как видите, он напоминает собой цилиндр. Цилиндр, как у Пушкина. То есть я беру контекст, я беру историю, я беру осмысление, философию и интерпретирую ее в своих формах, из которых я создаю свой дизайн. Почему это работает? Склон направлен вот сюда. И человек, который поднимается по этой площадке, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, он перед собой видит в разные стороны уходящие темы с площадками, где каждая сказка интерпретирована, и там еще коснусь, другие моменты есть. И видит вот этот вот цилиндр, который над всем, и этот цилиндр – это такая голова Пушкина. Если мы посмотрим на форму лестничной площадки, то она создает такое эмоции, впечатление, как будто бы тут лицо. Такое стилизованное лицо, над ним шляпа. Вот здесь вот такие элементы перголы, на которых можно сидеть. Соответственно, можно примерно представить себе самоштабность всей этой истории. И вот так человек идет и видит. И вся эта история, которая располагается ниже, вот эти вот площадки, которые я буду проговаривать, они уходят туда-сюда, туда-сюда. Вот этот эскиз этой шляпы. Вот она в плане, в виде сверху. И вот такие перглы. Все это исходит из головы Пушкина. Все это рождено его умом, его интеллектом, его талантом. И он главенствует во всей этой структуре, которая построена вот так, на такой наклонной плоскости. Вот. Это то, что можно сказать по форме. Плюс тут такое рандомное озеленение. Я смотрю, чтобы соблюдался ритм больших форм, чтобы вся эта история работала хорошо. Окей. И тут такие пояснения есть. Там внутри мультиэкраны с текстом Пушкиными, иллюстрациями. Тут перголы, сиденья. И, соответственно, внешняя структура, она тоже работает. Это не просто такая малая архитектурная форма, а внутри интерактивная и снаружи, по возможности, с инфографикой и интерактивная тоже. Тема с цилиндром Пушкина, внутри сфера для проектирования, инфы о парке и VR-пространство. VR-пространство, это, в общем, не трудно уже делать, мы это делаем, нет проблемы. Лестница сужается к низу, дает эффект силуэта лица. Да, вот такие штуки. Так, я должен посмотреть, что можно проговорить еще дальше. Это вы все видели, кто смотрит. Это вот такие вот формы
прикидки разминки мозга для создания павильонов. Дальше вот эту вот тему с одной из площадок я уже проговаривал. Вот мы видим амфитеатровая структура, на ней идея рыбы, на ней идея модульных форм для отдыха с озеленением. И так как это тема про рыбака и рыбку, вот здесь такой пирс, и, с которого типа старик закидывал свой невод. И на этом пирсе такие ряд гамаков. Вот вы можете увидеть здесь. Вот они так выставлены. Вот они так смотрятся skyline, как снаружи. И вот так эта вся структура работает. Тут сидят дети, играют, они смотрят на всю эту историю. Тут, поребрик, они не упадут. Все будет хорошо. И вот эта вот структура приходит вот сюда. Вот эта вот структура приходит вот сюда. И вот это вот все зациклено на образах. То есть я беру и вытаскиваю из культурного контекста формы для проектирования. Вот это такой один из подходов, который, в общем, я практикую, которому я научился в Италии, да. Это все такой довольно деликатный, тщательный подход. Про это я уже рассказывал, и можно попробовать рассказать про эту площадку. Так, сейчас. В общем, на этой площадке я рассказываю про своими дизайнами и малыми архитектурными формами, и вообще озеленением и прочими вещами. Я рассказываю про сказку о царе Салтане. Вы все помните такую штуку, он плавал с острова Буяна и приплывал туда, стремился найти свою любовь. Вот. И вот эта вот площадка, она построена на идее того, что мы берем и интерпретируем вот этот вот корабль. Но на нем плавал не принц, а купцы. А он за ними летал, он превращался в муху и летел за этим кораблем. А корабль курсировал там от царя Гвидона к острову Буяну туда-сюда. И тут происходила вся эта драматическая история. В общем, вот этот корабль. И каким образом он работает. Тут происходит такая история. Это малоархитектурная форма, сбоку на нее можно посмотреть, я думаю, рисовал ли ее сбоку. Да, я начал набрасывать, тут может быть, такие вот человечки, это дети, которые приходят туда, они поднимаются вот здесь, это вот здесь или вот здесь. Что происходит здесь? Как помните с прошлого видео, я показывал там пример модулей отдыха в виде волн с модулями для озеленения. То есть, вот, эта структура, и она может подниматься наверх, и она может быть на плоскости. Тут она тоже повторена, и тут совмещение с подниманием наверх и с подниманием по рельефу. Как это происходит? Рельеф начинается вот здесь. Он поднимается туда, кверху, тын-дын, тын-дын, тын-дын. А вот здесь плоскость. И здесь начинается вот эта вот история волн. Так как модули — это волны, и они постепенно так увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Там, где начинается рельеф, начинается вообще такой более солидный подъем. Создается впечатление, что малоархитектурная форма моего корабля, она как будто бы с такой волны, с естественной волны, скатывается вот сюда драматично на эту площадку. И это подкрепляется тем, что позади еще начинается история с холмом, и как будто бы он такой из огромной естественной природной волны, которую я не создаю, а я наоборот вытаскиваю эту историю из пространства. Он как будто бы оттуда скатывается вниз. И это может быть эффектно и прям немножко драматично. Для этого я делал и VR-виды. Я не знаю, может быть, я сделаю ссылку на VR-вид. Если кому интересно, вы пишите в комментариях. Я скину там, что можно посмотреть. Это вот, да. И в этом корабле это такая яркая должна быть интересная история. Там могут быть какие-то экзотические растения, потому что от Гвидона к Салтану всякие экзотичные товары купцы возили, это прям ихняя тема. Так, я проговорю, идея волн как модулей для отдыха перекликается с такими же формами с площадки слева. Да, вот слева, вот, по-моему, вот эта площадка, если ничего не путаю, да, точно вот это. То есть получается акцент на этой нашей большой лестнице, где
находится, я про то потом расскажу в следующих видео, где вершиной является вот это вот цилиндр Пушкина. Площадки идут вниз. Первое вот это и вот это. И они перекликаются друг с другом. То есть это все так гармонично завязано. Так, место для декора, место для лектора, да. И вот тут может сидеть, ну, там, тот, кто рассказывает детям всякие истории, ну, или дают лекции, или еще что-то вот такое происходит образовательное. Это как такая естественная трибуна. А дети сидят или тут, тун-тун, слушают его радостно, или тут, или вот здесь вот на местах сидения с перголой. Что с перголой? Пергола — это такая простая форма, но ее несущие конструкции, столбы, которые образуют всю эту историю, интерпретируются как 33 богатыря. Это вот такие их простые условные образы, я их еще не прорисовывал, ну, я, может быть, и не буду их уже прорисовывать, потому что проект немножко остался в прошлом. И каждая основа — это один такой богатырь, и они держат вот всю эту историю. Это, мне кажется, в контексте вполне уместно и мощно может выглядеть. И вполне в духе сказок Пушкина. Так, что еще можно проговорить? Тут есть такая большая елка. Это прям, да, большая ель. И, соответственно, к ней такое место, где белочка грызет свои орешки. Да, вот тут такая штука. Люди могут прийти сюда, ну, дети, и сделать какой-то, ну, там, перформанс с этой историей. Так, а вот здесь тоже забавное место, потому что детям нужно селфи. Я подумал, селфи-контекст для этой истории может быть в самом начале, там, где 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. И вот эти вот образы 3 девиц, они могут быть либо скульптурные, либо контурные. Это очень хорошо работает там, ну, я уже не раз это испытывал там на своих проектах. И одно из них — это может быть место для селфи. То есть, ну, так приходят дети и видят вот этот вот контекст, садятся туда, делают тык-тык фото, или Vine, или там TikTok, или Instagram, ну, вся вот эта история. И мне кажется, это может быть симпатично и весело. Тут проходит основной трафик, соответственно, одна площадка сюда, вот это, и в ту сторону площадка такая же, вот эта. Так, волны спускаются по возвышению рельефа, корабль как будто бы выныривает из них. Вот так, тык-тык-тык-тык-тык. Идея перголы я уже проговорил. Вот это вот. Тут еще такой элемент, там бочка, в котором приплыли царевна и, ну, ее сын, да, будет, не знаю где, я, уже забыл. И тут будет сочетание трафика, можно будет подниматься наверх к основным площадкам, и можно будет выходить на основной трафик вот здесь, который идет посередине. А там будет, ну, вот этот цилиндр Пушкина. Вот такая, в общем, история. Да, в следующем будет проговаривание вот этой штуки и вот что это за странная штука. Да. И вот я надеюсь, что я разложу. Это один из моих скетчбуков. Вообще их не один. По крайней мере 2, а в целом и 3. Я думаю, что, может быть, это будет интересно. Если вам интересно, то дайте мне обратную связь, там пишите что-нибудь, реагируйте. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите, ну, в плейлистах всякие другие видосы по архитектурному скетчингу, ландшафтному скетчингу, во всей этой истории. Ну и давайте мне какую-то обратную связь, мне интересно, что вы думаете про то, что я делаю. Всем чао-чао, хорошего дня, чао-чао, пока.